Я смотрел на свое отражение в зеркале, поправляя галстук. Мне исполнилось 35, и 4 года из них я был женат на Алисе. Здравствуйте, а перед началом я хочу попросить вас написать, откуда вы нас слушаете. Благодарю вас. Хороший дом, стабильная работа, уютные выходные. Все как полагается. Мы не были несчастливы, просто спокойны. Андрей, ты готов? Мы опаздываем. Голос Алисы звучал из прихожей. Да, иду. Я в последний раз окинул взглядом свое отражение. Что-то изменилось в моих глазах за эти годы. Что-то, чему я не мог дать название. Годовщина свадьбы наших друзей. Ресторан в центре города. Полумрак. Тихая музыка. Я смотрел, как Алиса общается с подругами. Она всегда умела находить общий язык с людьми. Мне же было комфортнее наблюдать со стороны, делая глоток вина и размышляя о своем. «Простите, это место свободно?» Я поднял глаза. Передо мной стояла женщина лет 30, с короткой стрижкой и удивительно проницательным взглядом. «Да, конечно». Я отодвинул стул. «Спасибо. Вы друг жениха или невесты?» «Обоих. Мы учились вместе давно». Я улыбнулся. «А вы?» «Я коллега Маши». «Ирина». Она протянула руку. «Андрей». И что-то произошло, когда наши руки соприкоснулись. Не электрический разряд из любовных романов, нет. Странное чувство узнавания, будто мы уже встречались раньше, в какой-то другой жизни. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. «Андрей, у тебя телефон». Алиса протянула мне смартфон. Все утро пиликает. Я взял телефон. Сообщение от Ирины. «Доброе утро. Не думала, что концерт окажется таким впечатляющим. Спасибо за совет». Мы начали общаться после той встречи. Сначала о книгах, потом о музыке, затем о том, что действительно волновало. Я не скрывал от Алисы эту дружбу, хотя со временем стал упоминать о ней все реже. «У тебя что-то случилось?» — спросила Алиса, наблюдая за мной. Все в порядке. Просто рабочие вопросы. Ложь. Не о сообщении, о том, что все в порядке. Потому что внутри меня разрасталось что-то необъяснимое, не похожее ни на страсть, ни на увлечение. Словно я годами жил с закрытыми глазами, а теперь вдруг прозрел. «Ты когда-нибудь чувствовал, что живешь не своей жизнью?» — спросила Ирина, когда мы сидели в парке, глядя на осенние листья. «Каждый день», — я ответил, даже не задумываясь. «И что ты с этим делаешь?» «Ничего. Просто существую». Она повернулась ко мне, и я увидел в ее глазах отражение собственной тоски. Знаешь, в чем проблема наших поколений? Мы уверены, что счастье — это отсутствие проблем. Тихая гавань. Но иногда в этой гавани мы просто умираем, даже не замечая этого. Я смотрел на нее и понимал. Вот оно, то, чего мне не хватало все эти годы. Не страсти, не адреналина, а понимания. Человека, который видит меня настоящего, даже когда я сам себя не вижу. «Ты изменился», — сказала Алиса однажды вечером, когда мы ужинали. Я замер с вилкой в руке. «О чем ты?» «Ты будто ожил, стал читать книги, которые годами пылились на полке. Начал слушать музыку. Вчера я нашла твои стихи на столе». Я опустил глаза. Странное чувство стыда и облегчения одновременно. «Это плохо?» «Нет», — она покачала головой. «Это просто
Непривычно, как будто рядом со мной новый человек. Или старый, которого ты никогда не знала, подумал я, но не сказал. Ты должен быть честным с ней, сказала Ирина, когда мы гуляли по набережной. И с собой. Я не хочу причинять ей боль. Иногда честность — это единственный способ проявить уважение. Я не изменяю ей. Я остановился, глядя на темную воду. Физически, по крайней мере. Но эмоционально? Ее голос был тихим. Я не ответил. Мы оба знали ответ. «Ты любишь меня?» — спросила Алиса однажды ночью. Мы лежали в темноте, не касаясь друг друга. «Конечно», — ответил я автоматически. «Не так». Она повернулась на бок, глядя на меня в полумраке. «Ты любишь меня так, как человек любит, когда не может дышать без другого. Когда смотришь на кого-то и понимаешь, вот она, моя душа, живущая в другом теле». Я молчал, и это молчание было красноречивее любых слов. «Я так и думала», — прошептала она, отворачиваясь. «Знаешь, я всегда это чувствовала, что ты со мной, но не мой». «Алиса, не надо. Я не виню тебя. Просто я заслуживаю большего. И ты тоже». Ирина сидела на скамейке в том самом парке, где мы часто разговаривали. Осень уже сменилась зимой, и первый снег укрывал дорожки. «Алиса съезжает», — сказал я, садясь рядом. «Говорит, что ей нужно пространство. Думаю, она уже давно все поняла». «И как ты себя чувствуешь?» «Виноватым, опустошенным, но, странно, свободным». Ирина взяла мою руку в свою. Не романтично, а поддерживающе. «Ты не обязан быть со мной, ты знаешь это, правда?» — сказала она вдруг. «То, что между нами, это не обязательно должно перерасти в отношения». Я посмотрел на нее с удивлением. «А что это тогда?» «Катализатор. Встреча, которая помогла нам обоим увидеть правду о себе. Она была права. Дело было не в том, чтобы оставить одну женщину ради другой. Дело было в том, чтобы найти себя настоящего». Полгода спустя я сидел на террасе маленького домика, который снял на берегу моря. Писал новую книгу. То, о чем мечтал с юности, но откладывал годами. Телефон завибрировал. Сообщение от Ирины. «Как ты там? Нашел себя?» Я улыбнулся, глядя на закат. Мы продолжали общаться, но уже не так часто. Она начала новые отношения, я же решил побыть один. Процесс идет. Спасибо, что помогла начать путь. Удачи, Андрей. Ты заслуживаешь счастья. Я отложил телефон. Вчера мне написала Алиса. Первый раз за несколько месяцев. Она тоже двигалась дальше. Странно, но я был рад за нее. Есть люди, которые входят в твою жизнь не для того, чтобы остаться в ней навсегда. Они приходят, чтобы показать тебе твое отражение, разбудить часть тебя, которая давно спала. И иногда самое важное, что они могут дать, это не любовь и не отношения, а способность увидеть себя настоящего. Я посмотрел на океан. Мне все еще не хватало чего-то, но теперь я хотя бы знал, что ищу. И впервые за долгое время я чувствовал покой. Не то комфортное, привычное оцепенение, в котором жил годами, а настоящий, глубокий покой человека, который, наконец, идет своим путем. Мой телефон снова завибрировал. На экране высветилось новое сообщение. «Здравствуйте, Андрей. Издательство «Новая волна» заинтересовалось вашей рукописью. Возможно ли организовать встречу на следующей неделе?» Я улыбнулся. Иногда потеря становится началом.
Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.